Всем аквариумистам и не только привет! Сегодня я затрону самую что ни на есть болезненную тему для любого аквариумиста – тему водорослей в аквариуме. Я постараюсь обойтись без излишней и заумной информации, расскажу и объясню, как избежать появления водорослей или как минимальными и доступными способами эффективнее их побороть. Главным выводом из данного видео должен быть только один. Или профилактика и соблюдение общих правил содержания аквариума, или 100% появления водорослей в разной последовательности и в разных количествах, сопровождаемое длительным, дорогим и болезненным для аквариума лечением и неминуемым рецидивом, то есть повторением произошедшего. Поверьте, кто еще не столкнулся, другого не бывает. Не знаю, будет ли для многих открытием или нет, но при огромном количестве разновидностей водорослей причины их возникновения окажутся одинаковыми. Достаточно набрать в интернете запрос о причинах появления тех или иных водорослей, как причины окажутся до банального одинаково с незначительной разницей. Но прежде чем перейти к профилактике и борьбе с водорослями, как всегда, давайте определимся в понятиях. То есть, о чем сейчас пойдет речь? Что такое водоросли? Какие существуют их основные виды и группы? Разобравшись в этом, мы поймем, что и меры профилактики и борьбы с разными водорослями почти одинаковы. Так что такое водоросли в аквариуме? Люди часто путают понятия водорослей и растений и не очень понимают, чем же они между собой отличаются, если и те, и другие, в основном зеленые, живут в аквариуме. Так вот, растения – это высшие формы организма и являются многоклеточными по структуре, а водоросли являются низшими, простейшими формами и в подавляющем большинстве являются одноклеточными. Растения улучшают в аквариуме эстетический вид и создают благоприятную атмосферу и среду обитания. А водоросли разрушают эстетический вид, угнетают растения, микрофлору аквариума и часто выделяют в аквариум отравляющие вещества, угнетающие все живое в аквариуме. Соответственно, растения мы выращиваем, а с водорослями боремся. Условно водоросли можно поделить на несколько больших групп. Самая большая группа водорослей – это зеленые водоросли. Зеленые водоросли имеют больше всего разновидностей в воде, их более 10 тысяч видов. Все они отличаются в первую очередь чисто зеленым цветом, и вызвано это преобладанием хлорофилла над другими пигментами этих водорослей. Причинами появления зеленых водорослей являются: первое – неустоявшийся баланс или его существенное нарушение; второе – избыток органики, то есть продуктов жизнедеятельности аквариума, гидробионтов и растений, в виде мочевины, остатков корма, остатков растений и так далее, а именно белков, углеводов, нуклеиновых кислот и других. Третье – избыточное освещение, прямые солнечные лучи. Четвертое – завышение фосфатов при недостатке нитратов. Пятое – завышенное содержание железа или явный перекос по составу химических соединений в воде. Шестое – резкая остановка роста растения. Следующим видом водорослей являются диатомовые и бурые водоросли. Это не одно и то же. Диатомовые и бурые водоросли представляют собой одноклеточные водоросли и в аквариуме проявляют себя как пылевой или скользкий бурый налет на любой поверхности аквариума, на аквариумном стекле, грунте, декорациях и листьях растений. Отличие диатомовых водорослей от других помимо цвета состоит в том, что диатомовые водоросли образуют клеточную стенку из диоксида кремния, извлекаемого из воды, фактически образуя защитную оболочку в виде ракушки или панциря, как у улитки. Причинами появления диатомовых и бурых водорослей являются: первое – неустоявшийся баланс в начале запуска аквариума, второе – недостаточное освещение и третье – завышенное содержание силиката в воде. Следующей группой водорослей являются красные водоросли или по-другому багрянка. К этой группе в том числе относятся такие всем известные водоросли, как черная борода, вьетнамка и оленей рог. Эти водоросли часто трудно отличить друг от друга на начальной стадии, они очень похожи и только в запущенной форме имеют яркие отличия по внешнему виду. Все эти водоросли объединяет темно-коричневый или черный цвет, рост в виде кисточек или пушка и способность глубоко врастать в растения. Это одни из самых трудновыводимых видов водорослей. Причинами появления этих водорослей являются: неустоявшийся баланс или его существенное нарушение, избыток органики, явный перекос по составу химических соединений в воде, резкая остановка роста растений и завышенные показатели жесткости и кислотности на фоне вышеуказанных причин. Есть еще один тип негативных жильцов в аквариуме, которые часто называют водорослями, но которые как таковыми не являются. Это сине-зеленые водоросли или цианобактерии. Это именно бактерии, а не водоросли. Зеленые водоросли – это крупные граммоотрицательные бактерии, которые могут располагаться по одной или группами, либо в виде нитей. Их особенность – это способность к фотосинтезу, то есть на свету выделять кислород.
Соответственно, в темное время они поглощают кислород и выделяют углекислый газ. Цианобактерии для своего роста активно потребляют из аквариумной воды азот. Соответственно, активный рост цианобактерий неизбежно приведет к падению и обнулению содержания азота в воде, а следовательно к полной остановке роста растений. Цианобактерии или по-другому сине-зеленые водоросли могут иметь различный цвет, от светло-зеленого до темно-фиолетового. Если вы увидели у себя в аквариуме слизь любого оттенка, на свету выделяющие пузырьки кислорода, не радуйтесь. Это привет циана. Кроме того, что этот тип водорослей в форме слизи покрывает всю поверхность в аквариуме и ужасно портит вид аквариума, самая главная опасность этих водорослей – выделять в воду очень вредные и токсичные вещества. В любом аквариуме, где есть сине-зеленые водоросли, присутствует отвратительный запах у воды. Так как это не просто водоросли, а именно фотосинтезирующие бактерии, имеется существенное отличие борьбы с ними от борьбы с другими водорослями, но об этом позже. А в целом основные причины появления цианобактерий, как и других водорослей, одни и те же. Неустоявшийся баланс или его существенные нарушения, избыток органики, завышенные показатели фосфатов при явном недостатке нитратов, избыточное освещение на фоне вышеназванного, повышенная температура воды на фоне вышеназванного. Еще одним представителем вредителей аквариума, который также принято называть водорослью, является эвглена-зеленая. Но как и цианобактерии, эвглена-зеленая не является водорослью как таковой. Эвглена-зеленая является организмом, не входящим в состав животных, грибов и растений. Эвглена-зеленая сочетает все признаки как растений, так и животных, поэтому ее иногда относят или к тем, или к другим. Клетка эвглены содержит хлорофилл и на свету может питаться за счет процесса фотосинтеза. В темноте же и при обилии органической пищи эвглена питается гетеротрофно, то есть поглощает органику как бактерии. Длительное пребывание в темноте приводит к обесцвечиванию зеленого тела эвглены. Хлорофилл в хлоропластах разрушается, и эвглена приобретает бледно-зеленый цвет или вообще обесцвечивается. Однако при попадании эвглены на свет вновь начинается автотрофное питание, то есть способность самостоятельно производить сложные органические вещества из неорганических, используя для этого фотосинтез, и она снова зеленеет. Причинами появления эвглены зеленой являются неустоявшийся баланс или его существенное нарушение вследствие чрезмерных подмен воды или чисток фильтров, избыток органики, завышенные показатели удобрений в аквариуме, резкое повышение температуры воды на фоне вышеназванного, избыточное освещение на фоне вышеназванного. Любой из перечисленных классов или видов водорослей может в кратчайшие сроки за несколько дней полностью оккупировать аквариум и разрушить всю биосистему в аквариуме. Мы рассмотрели основные типы или виды водорослей в аквариуме и причины их появления. И что мы видим в итоге? Что причиной появления любых водорослей в аквариуме является первое – неустоявшийся баланс или его существенное нарушение. Второе – избыток органики. К этому можно отнести избыток СО2. Третье – избыточное освещение, прямые солнечные лучи или недостаток освещения. Четвертое – завышение фосфатов или нитратов. Пятое – явный перекос по составу химических соединений в воде. А теперь немного пошире раскрою каждый пункт, чтобы еще стало более понятно, что первопричины всех водорослей одни и те же, и они все между собой тесно связаны. Что вот такое неустоявшийся баланс или его существенное нарушение? Нарушение баланса – это нарушение прежде всего азотного цикла, а следовательно, скачки, появление и накопление аммиака, аммония и нитритов. Это самые токсичные вещества в аквариуме. Это неправильная или недостаточная работа разлагающих органику бактерий и, следовательно, накопление как растворенной, так и нерастворенной органики. Баланса может не быть как во вновь запущенном аквариуме, так он может рухнуть и в результате различных резких изменений химико-физических показателей воды в давно запущенном аквариуме. Таким образом, нарушение биобаланса ведет к появлению и накоплению вредных химических элементов в воде и накоплению органики. Говоря про избыток органики, категорически нельзя забывать, что недостаточная аэрация и фильтрация в аквариуме непременно ведет к замедлению окислительных процессов и накоплению опять-таки все той же органики в аквариуме. Несвоевременная сифонка грунта, несвоевременная чистка внутренних и внешних фильтров, недостаток грунта, неправильные или несвоевременные подмены воды, перенаселение, перекорм – это тоже первопричины накопления и завышения содержания органики в аквариуме. Накопление органики в аквариуме ведет к завышению содержания в воде фосфатов. Избыток фосфата в воде почти всегда является первопричиной водорослей. Именно поэтому некоторые аквариумисты со стажем и специалисты рекомендуют держать фосфаты что ни на есть на минимальном уровне или близкими к нулю.
Несвоевременное выявление и корректировка значений фосфатов и нитратов в аквариуме неминуемо ведет к перекосу пропорций их содержания и остановке роста растений. Перекос в количестве и составе макро- и микроудобрений в аквариуме также ведет к нарушению или остановке роста растений. Остановка роста растений неминуемо ведет к резкому накоплению всей таблицы Менделеева в аквариуме органики. Избыточное или недостаточное освещение в аквариуме для растений ведет к остановке или отсутствию роста растений, а следовательно, опять же, к накоплению всего, чего только можно, но совершенно не нужно. Избыточное или недостаточное освещение для роста растений всегда будет достаточным для роста водорослей. И при наличии, опять же, той же самой органики, перекосе в химических элементах, все это тут же станет благодатной почвой для водорослей или вредных бактерий. Вывод. Самыми часто встречающимися причинами водорослей являются: первое – накопление органики и избыточная подача СО2. Второе – избыток фосфатов или нитратов. Следующей общей причиной является остановка роста растений, которую, в свою очередь, вызывают следующие причины. Либо вследствие неправильного соотношения химических элементов в воде, либо вследствие избыточности или недостаточности освещения, либо вследствие недостатка содержания СО2 в аквариуме. Я специально опустил одну из причин появления водорослей, которые указывают многие ресурсы. Это избыточное течение. Вот я категорически с этим не согласен. Во-первых, уже лишь потому, что вот 2 года, как в моих самых больших 2 аквариумах присутствует сильное течение, но никогда в них не было водорослей, кроме несущественного проявления ксенококкуса и цианобактерий в результате недавнего инцидента с незапланированным редизайном, о чем скоро будет отдельное видео. Произошедшее со мной за последний месяц еще раз явилось подтверждением выше озвученных первопричин, но никак не причина течения. Это при том, что все мои аквариумы содержатся без подмен воды. Говоря про сильное течение, не представляю, как в каждом конкретном случае можно определить это самое сильное течение. Вся моя практика показывает, что чем активнее течение, тем больше доступ кислорода к грунту, тем выше окислительные процессы у бактерий, проживающих на грунте, тем лучше фильтрация и активнее идут процессы разложения органики. Для многих показатель наличия мутности и взвеси в воде, вызванные течением, станет лишь лишним сигналом к проведению сифонки грунта или подмене воды. А некоторые водоросли, типа кладофоры и другие, так вообще не переносят течение. Но в любом случае я эту причину озвучил и свое мнение по ее поводу высказал. Все названные причины – это и есть неправильный биобаланс, неправильный уход и содержание аквариума. Делаем общие выводы. Чтобы избежать появления водорослей, надо максимально обеспечить и контролировать в аквариуме достаточную фильтрацию, достаточную аэрацию, наличие стабильного биобаланса, правильно функционирующий азотный цикл, достаточный и оптимальный для роста имеющихся растений свет, правильное соотношение фосфатов и нитратов для травника, минимальное содержание фосфатов для всех аквариумов, достаточное содержание макро- и микроэлементов для травника, минимальное содержание органики для всех типов аквариумов, оптимальные для роста растений показатели жесткости и кислотности воды, оптимальное содержание СО2 в аквариуме травники. Стоит убрать хоть один элемент из указанного перечня или начать ему неправильно функционировать, все начнет рушиться, как карточный домик. Но в жизни всякое случается, надо быть готовым к появлению водорослей, и от этого никто не застрахован. Зная врага в лицо и обнаружив появление водорослей, надо незамедлительно предпринимать меры. И это в первую очередь не броситься лечить, а именно установить первопричину. Что пошло не так, что стало причиной появления водорослей. Если не установить причину, а кинуться тупо убивать водоросли химическими способами, все вернется на круги своя, и неминуемо водоросли вернутся. Часто установив причину и устранив ее, водоросли сами исчезают. Ну а если все приобрело запущенный вид и критическое состояние, тут, конечно, без специальных средств не обойтись. Мое мнение по поводу борьбы с водорослями следующее. С бурыми водорослями категорически не рекомендую бороться какими-либо специальными средствами. Они сами по себе быстро исчезнут при установлении баланса и минимально достаточном освещении. Если в наличии именно диатомовые водоросли и долго не проходят они, значит дело в избытке силикатов в воде, и именно с силикатами надо бороться. Достаточно убирать их с поверхности механическим способом. С зелеными водорослями стоит бороться с помощью сильных химических средств типа глутарового альдегида только в сильно запущенных случаях.
Обычно достаточно устранить первопричину, убирать механическим способом, применить перекись водорода, усилить аэрацию. На фоне нормального роста растений они постепенно исчезнут сами. Перекись рекомендую применять точечно из шприца в местах скопления водорослей перед отключением света в аквариуме, предварительно минут на 10-20 отключив фильтр. Считаю достаточной дозу примерно 20-25 мл на 100 литров воды. В борьбе с сине-зелеными водорослями или по-другому с цианобактериями рекомендую в первую очередь понизить фосфаты, максимально убрать органику и применить ту же перекись, как самое эффективное средство. Тоже будет достаточно дозы примерно 20-25 мл на 100 литров воды вечером перед выключением света. Срок лечения зависит от запущенности, но составляет минимум 3 дня. Так как цианобактерии это фотосинтезирующие бактерии и без света долго жить не могут, надо максимально возможно убавить или совсем убрать освещение как минимум дня на 3, что особо эффективно в сочетании с другими способами борьбы. Более радикальный, но очень эффективный способ – это использование любого антибиотика против грамоотрицательных бактерий типа эритромицина или любых других. Антибиотик надо применять в дозе, не превышающей 6 мг на 1 литр воды. Иногда достаточно 3-4 мг на 1 литр длительностью от 3 дней. Рыбы и растения такую дозу переносят совершенно безболезненно. Эффективность борьбы с водорослями с помощью антибиотиков в малых дозах можно сочетать с применением красителей типа трипофлавина, бриллиантовый, зеленый, метиленовый, синий. Естественно, после такого курса следует применять меры к восстановлению биобаланса. Считаю цианобактерии или сине-зеленые водоросли в аквариуме самыми опасными, поэтому лучше сразу применять при первых же их проявлениях перекись. Красные водоросли или багрянку тяжелее всего вывести, если запустить. Если запустить, без глутарового альдегида не обойтись. При своевременном выявлении и устранении первопричин незначительно проявившиеся водоросли долго могут находиться без роста и даже распадаться. Напомню, речь сейчас идет о красных водорослях, то есть черной бороде, оленем роге и вьетнамке. На начальной стадии можно применять перекись точечно. Можно обрабатывать пораженные растения лимонной кислотой или белизной, но вне аквариума. При запущенных формах применяется глутаровый альдегид 2,5% в дозе 15-20 мл на 100 литров утром, как минимум 5-7 дней. И далее в профилактических целях в дозе 5 мл на 100 литров еще примерно дней 7-10. В борьбе с евгленой зеленой бесспорным и самым эффективным, но и самым дорогим способом борьбы является ультрафиолетовый стерилизатор. При его отсутствии лучшим средством будет фильтр типа блондинка из внутреннего фильтра и картриджа группы очисткой воды. Обязательно или полное затемнение минимум на 3 дня, или существенное уменьшение света до полного избавления от эвглены. Категорически не рекомендую при борьбе с эвгленой подменивать воду, чистить фильтры, если, конечно, это не фильтр блондинка и сифонить грунт. Можно в аквариум подселять дафни, но это при наличии возможности убрать из проблемного аквариума рыб, потому что рыбы быстро съедят дафний. Более радикальные способы – это использование антибиотика пенициллина в количестве 10 тысяч единиц на литр, минимум 3 дня на ночь, или использование препарата бициллин-5 в такой же концентрации. Не забываем, профилактика проблемы всегда лучше решения проблемы. Поэтому после приобретения любого нового растения или декорации, бывшей в другом аквариуме, обязательно надо проводить профилактическую обработку перекисью водорода или лимонной кислотой, или белизной. Сейчас я расскажу о рецептах для обработки растений вне аквариума. Первое. Примерно 15 грамм лимонной кислоты растворяем в 1 литре воды. Держим растение примерно 15-30 минут, в зависимости от вида растения. Второй способ. Разводим белизну в воде в пропорциях 1 к 20. Держим растение примерно 5 минут, в зависимости от вида растения. Третий способ. Примерно 5-6 мл 3% перекиси медицинской на 10 литров воды разводим. Держим растение примерно 10-30 минут, в зависимости от вида растения. На этом, я думаю, можно и заканчивать видео. Эту тему можно продолжать до бесконечности, и можно каждому отдельному виду водорослей и борьбе с ними посвятить целое видео. Но я в этом не вижу никакого смысла. Еще раз повторюсь, все сведется к озвучиванию одних и тех же причин появления и несущественному отличию именно в борьбе, а не в устранении первопричин. Вот эта информация, которую я озвучил, думаю, вполне достаточно обычному аквариумисту, чтобы понять, что такое водоросли, чем они отличаются и что с ними бороться нужно в кратчайшие сроки, а также как бороться с ними. Чем позднее начинается борьба с любой из этих групп водорослей, тем плачевнее результат для аквариума и тяжелее решить проблему.
А главное, каждый должен еще раз услышать и понять, если не разобраться раз и навсегда в условиях и способах содержания аквариума, то быть в беде. Если не установить первопричину, сколько бы и чем вы не избавлялись от водорослей, они все равно будут появляться. И еще раз про тесты воды. Не знаю, как можно эффективно устранять первопричины водорослей, обеспечить активный рост растений, не имея теста. Но вдруг кто-то сможет, очень рад за его гениальные способности. И хочется верить, что эти способности, ну хоть бы полгодика ему помогли продержаться без проблем и без шаманства в содержании аквариума. Если у вас есть горький опыт борьбы с водорослями, делитесь им в комментариях. Если с чем не согласны или хотите дополнить, тоже пишите. Желательно, конечно, аргументированно и не голословно. Друзья, напоминаю, у канала есть своя группа ВКонтакте, страница Инстаграм. Всем всегда отвечаю, чем могу, помогаю. Заходите, не стесняйтесь, спрашивайте, делитесь опытом и своим мнением. Всем всегда рад. Конечно, огромное спасибо за поддержку спонсорам, они указаны в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и удачи!